Алтайский государственный университет, Южно-Сибирский ботанический сад и питомник Алтай-Фалькон представляют. Соколы. Фильм Баевой Ирины. В Сосновом Бору под Барнаулом находится питомник редких хищных птиц Алтай-Фалькон. Здесь разводят и выпускают в природу два вида соколов, занесенных в Красную книгу – балобана и сапсана. Питомник основан в 1991 году. Он один из крупнейших в России. В общей сложности в нем содержится более сотни взрослых птиц, и каждую весну на свет вылупляются от 50 до 100 птенцов. Ежегодно питомник выпускает в дикую природу от 10 до 50 птиц. В этом фильме вы увидите все этапы разведения соколов в неволе, от любовных ухаживаний и вылупления птенца до выпуска в природу взрослой птицы. Помимо соколов, в питомнике можно увидеть и других пернатых хищников. Традиционно хищных птиц делят на две большие группы. Это ночные хищники или совы и дневные хищные птицы, активное светлое время суток. Соколы – это дневные хищники средних размеров. Их отличительная особенность – длинные острые крылья, серповидно изогнутые в полете. Научное название соколов – фалька. Происходит от латинского названия falx – серп. Как и у всех хищных птиц, у соколов крючковидно загнутый клюв и острые когти, которыми они ловят и разделывают добычу по размеру, сопоставимую с ними самими. В фауне России 9 видов соколов, из которых питомник разводит два вида крупных соколов, характерных для Алтайского края. Это балобан и сапсан. Сапсан – фалька перегринус, размером крупнее вороны. Самка примерно в 1,5 раза крупнее самца. Вкладки от 1 до 4 яиц. Самая быстрая птица в мире. Когда сапсан пикирует на добычу, то развивает скорость до 90 метров в секунду, и это больше, чем у скоростного поезда. Практически космополит. Обитает на всех континентах, кроме Антарктиды. Отсюда его второе название – странствующий сокол. Балобан – фалька херук. Размерами превосходит сапсана. Самка также крупнее самца. Это характерно для многих хищных птиц. Вкладки от 3 до 6 яиц, чаще 4. Обитает в степях и лесостепях Евразии, от Австрии до Монголии. В природе их численность неуклонно сокращается. Оба вида внесены в Красные книги России и Казахстана и в Красную книгу МСОП. Причины сокращения численности – браконьерство, вылов с целью использования в качестве ловчих птиц и контрабанда за границу, отравление пестицидами, разрушение места обитаний и беспокойство на местах гнездования, исчезновение суслика, основной кормовой базы балобана, гибель на линиях электропередач. Для соколов в питомнике построены большие комплексы вольеров. В каждом вольере живет пара птиц – самец и самка. Всего около 24 размножающихся пар. Здесь птиц кормят, кладут им еду на кормовой столик, меняют воду по мере необходимости и чистят вольеры. Зимой птиц кормят чаще и больше, благодаря чему они благополучно переносят холода. Зимой кажется, что жизнь в питомнике замирает. Повсюду лежит снег, но это обманчивое впечатление. Как только спадут морозы, в конце января, феврале, а если зима теплая, то и раньше, у балобанов начинается ток. Ток – это ухаживание, любовные игры. Самец предлагает еду своей самочке.
точности как у людей, когда мужчина ухаживает за женщиной, то приглашает ее в ресторан. Теперь начинаются нежности. Он кормит ее из клюва в клюв, словно маленького птенчика. Ритуал кормления сопровождается брачными криками. Чем теплее погода, тем больше пар соколов приступает к такованию. Сильный оттепель, воздух над питомником звенит от криков. У сапсанов, более теплолюбивых, чем балобаны, ток начинается позже, в марте. Ухаживания длятся не одну неделю, прежде чем самка подпускает к себе партнера. Копуляция происходит быстро и с другим звуковым сигналом. Завтра она отложит первое яйцо. У балобанов питомника откладка яиц начинается в марте, а у сапсанов в апреле. Это на месяц раньше, чем в природе, и погода пока еще неустойчивая, с сильными заморозками. Поэтому яйца у соколов забирают и помещают в инкубатор. А чтобы у ворованных самок не пропал инстинкт насиживания, вместо родных яиц им подкладывают куриные из магазина или неоплодотворенные соколиные. Самки усердно насиживают неоплодотворенные яйца и готовы их доблестно защищать. Тем временем в инкубаторе начинают вылупляться птенцы. На экране вы видите ускоренную съемку вылупления птенца. На самом же деле вылупление длилось 2,5 часа. Наконец он выбрался из скорлупы и может немного отдохнуть. Рождаться не так-то легко. Сразу после вылупления птенца взвешивают, а вес записывают в специальный журнал. Первую неделю жизни птенцы еще совсем маленькие и слабые. Их берегут от сквозняков, греют и каждые 4 часа кормят мясным фаршем. При кормлении человек подражает птицам-родителям, и на звуковой сигнал птенчик открывает клюв. А в лесу весна все больше вступает в свои права. Тает снег, пробивается первая трава, на опушках расцветают весенние цветы, пробуждаются от зимнего сна лягушки и ящерицы. В возрасте от 5 до 10 дней окрепших птенцов возвращают обратно к родителям. На головах у них отметки, сделанные цветными маркерами,
чтобы не перепутать дичьи птенцы. Это совершенно безопасно для жизни и скоро сотрется. На улице уже достаточно теплая погода. У самки забирают куриные яйца и подменяют птенцами. Материнский инстинкт очень силен. Птица принимает птенцов, начинает их греть и кормить. У сокола в кормлении участвуют оба родителя. Этот самец сапсана принес корм для малышей и отдал самке. Она разделывает цыпленка на мелкие кусочки и кормит птенцов. Также заботятся о своих малышах и балобаны. Май – месяц птенцов. Не только наши соколы, все живое в лесу сейчас обзаводится потомством. Хлопотливое время. Птенцы растут не по дням, а по часам и постоянно требуют еды. В двухнедельном возрасте маленьких соколят кольцуют. Предварительно их взвешивают, чтобы убедиться, что птенцы развиваются нормально и не теряют в весе. По информации, указанной на кольце, можно узнать происхождение птицы, из какого она питомника и год ее рождения. Лапы у птенцов уже почти такого же размера, как у взрослой птицы, поэтому одетое кольцо не станет малым и не будет давить. Различать птенцов в пуховом наряде нетрудно. У маленьких сапсанов лапы желтого цвета, а у балобанов голубоватые, но станут желтые на 3-м году жизни. Иногда некоторые самки плохо заботятся о своих птенцах. Тогда птенцов забирают и выкармливают люди. Такие птенцы воспринимают людей своими родителями. Их называют импринтами, от английского слова импринтинг – запечатление. В раннем возрасте у них произошло запечатление на человека, как на особь своего вида. И когда они вырастут, то будут стремиться создать пару не с другим соколом, а с человеком. Весной взрослые птицы-импринты атакуют при виде человека и предлагают ему корм. Путем искусственного оплодотворения от импринтов питомники получают различных межвидовых гибридов. Например, гибридов балобана с сапсаном или балобана с кречетом. Процесс гибридизации очень увлекателен, ведь в природе разные виды соколов не скрещиваются между собой и подобных гибридов получают только в неволе. Материнский инстинкт у импринтов развит так же хорошо, как и у обычных птиц. Эта самка балобана по кличке Наоми каждый год с нежностью греет, кормит и защищает очередных маленьких птенцов. В 4-недельном возрасте у птенцов начинают расти перья. Импринтам уже не нужно разделывать корм на мелкие кусочки. Они учатся есть самостоятельно. Однако и когда вырастут, при виде человека они все так же будут кричать, требуя еды.
Наступило жаркое лето. В вольерах повзрослевшие птенцы учатся летать наравне с родителями. В полуторамесячном возрасте они полностью покрыты перьями и внешне не отличаются от взрослых птиц. Сейчас молодых соколов можно брать тренировать для соколиной охоты. Соколиная охота, или охота с ловчими птицами, это разновидность охоты, когда для ловли добычи используют прирученных хищных птиц – соколов, ястребов или орлов. Людей, занимающихся соколиной охотой, называют сокольниками. Охота с ловчими птицами известна с глубокой древности. Соколиная охота была хорошо известна у монгольских кочевников, китайских императоров, на Корейском полуострове, в Индокитае, Персии и на Ближнем Востоке. Начиная с 3 века соколиная охота появилась в странах Западной Европы, где, несмотря на свою популярность, она являлась привилегией лишь высшего сословия. Например, в одном английском трактате 15 века утверждалось, что содержать сапсана может только принц либо герцог. У славянских народов соколиная охота появилась на рубеже 8-9 веков, предположительно благодаря кочевникам-хазарам. В IX веке князь Олег устраивал на своем подворье соколиный двор, где занимался разведением птиц для охоты. Расцвета русская соколиная охота достигла при царе Алексее Михайловиче Чешайшем, отце Петра I. Во время его царствования в подмосковных селах на потешных дворах содержалось более 3000 разных ловчих птиц. С развитием сельского хозяйства и распространением огнестрельного оружия популярность соколиной охоты значительно снизилась. Однако отдельные любители из разных стран занимаются ей сейчас, а в арабских странах соколиная охота очень популярна. Обучение ловчих птиц для охоты называется вынашиванием. Взятый из вольера сокол боится человека, и его нужно приучить без страха сидеть на руке, чего он совершенно не хочет делать, и есть с руки у сокольника. Рука защищена от острых когтей специальной перчаткой. В зависимости от характера птицы, вынашивание может длиться от пары суток до нескольких недель. Все это время сокола не кормят, а пищу он видит только на руке своего сокольника. В конце концов, голод побеждает страх. Как только сокол начал есть с руки, его обучают запрыгивать на руку самостоятельно. Все это гораздо проще, если для тренировки берут импринт. Выкормленные человеком импринты не боятся его и сразу с легкостью начинают есть на руке. Правда, при этом они оглушительно кричат. Приучить их запрыгивать на руку также несложно. Постепенно расстояние между соколом и рукой увеличивают. Теперь птица не запрыгивает, а прилетает на руку. С соколом занимаются каждый день, увеличивая расстояние и в разных местах. Алмазка. Затем его приучают к вобилу. Вобила – это своеобразный имитатор добычи. К туго набитому кожаному мешочку прикрепляются крылья предполагаемой добычи, например, крылья утки. К вобилу привязывают кусочек мяса и подбрасывают его в воздух. Сокол атакует вобила, и ему дают поесть с него. В будущем, на охоте, разгоряченную птицу, улетевшую далеко, всегда можно будет подманить к себе на вобила.
Следующим этапом обучения является притравливание на живую добычу, после чего птица готова для охоты. Когда соколов готовят к выпуску в природу, их также обучают охотиться на живую добычу, чтобы они смогли самостоятельно питаться в природе. Их запускают в вольер-облеточник, где соколы летают на большом пространстве и тренируют мышцы крыльев. Затем в облеточник помещают перепелку. Птицы достаточно голодны. Однако проходит несколько часов, и солнце клонится к закату, прежде чем один из соколов наконец-то решается атаковать перепелку. Но схватив ее, он не очень знает, что с ней делать дальше. И, наконец, убивает неловким движением. Теперь к пиршеству присоединяются и остальные. На следующий день охоту повторяют, но теперь все происходит гораздо быстрее. Сокол атакует сразу и справляется со своей добычей в считанные секунды. Еще несколько учебных охот, и соколы готовы к жизни в дикой природе. В конце лета и осенью, до первого снега, их выпускают на волю в разных точках Алтайского края. В этом году для выпуска был выбран Кислохинский заказник. На место птиц доставили в транспортировочных ящиках. Встревоженные большим количеством людей и незнакомой обстановкой, соколы вылетают не сразу. Но вот один за другим они исчезают на просторах заказника. И мы будем надеяться, что эти благородные птицы обязательно приживутся в дикой природе, выведут потомство и увеличат естественную популяцию соколов. А в питомнике скоро наступит зима. Зимой у соколов снова начнется ток, и цикл повторится.